Россия объявила в розыск главу украинской разведки Кирилла Буданова. Карточка руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины появилась в базе розыска российского МВД. Главу разведки разыскивают по уголовной статье, впрочем, по какой именно не уточняется. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Атака беспилотников на Одесскую область. Воздушная тревога длилась около 6 часов. Пострадали 11 человек, из них 3 ребенка. Детей и 2 взрослых госпитализировали. Мощный взрыв под Витебском. МЧС говорит об упавшем на провод дереве, а вот глава КГБ предупреждает о терактах. На территории Польши в настоящее время 7 так называемых «Харугр», которые готовятся к терактам, захвату объектов на белорусской территории. Первая за 2 года прямая линия Путина. Жесткая цензура в задаваемых вопросах, цели СВО и добрая российская армия. Но это такая оценка о многом говорит. Приветствую вас, дорогие подписчики! Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны. И это очень поможет продвижению наших роликов. Итак, вперед к новостям! Мощная атака беспилотников на Одесскую область. Воздушная тревога длилась около 6 часов. Пострадали 11 человек, среди которых 3 детей. В воздушных силах ВСУ заявили, что ночью Россия выпустила 42 беспилотника. Не удалось сбить лишь 1. Пострадала припортовая инфраструктура в Измаильском районе. Россияне запускали шахеды, начиная с 7 вечера среды, несколькими волнами с 3 полигонов в Крыму и Краснодарском крае. Силы противовоздушной обороны точно отрабатывали каждую вражескую цель. В результате падения обломков сбитых дронов «Камикадзе» повреждено общежитие. Пострадали 11 человек, из них 3 ребенка. Детей и 2 взрослых госпитализировали. У 2 8-летних мальчиков и 12-летней девочки контузии и закрытые черепно-мозговые травмы. У взрослых сотрясение мозга и ранения. Кроме того, из-за российского террора повреждения получили 11 зданий. Выгорело дотла 2 автомобиля. Пожар был ликвидирован. На месте установлен мобильный пункт обогрева. С пострадавшими и жителями работают психологи. Организован подвоз пищи и теплых вещей. Кроме того, около полуночи российская армия ударила 6 ракетами из зенитного комплекса С-300 по Херсонской и Николаевской областям. В целом, за минувшие сутки по Херсону выпустили 35 снарядов. Повреждена больница, учебные заведения и объект критической инфраструктуры в Херсонском районе. Пострадала пожилая женщина и еще одна погибла. Ми одразу побігли, допомагали жіночку то доставати. Эту свекруха і свекор, це мій чоловік і дитина. Не знаю, як ми живі сталися. Российские заявления о взятии Марьинки – провокация. Об этом заявил командующий группировкой украинских войск Таврия генерал Тарнавский. Российские так называемые военные блогеры утверждали, что город будет взят к прямой линии Путина. В начале декабря появились первые сообщения о том, что российские войска захватили большую часть Марьинки. Этот город уже много месяцев находится под интенсивным обстрелом и практически полностью разрушен. Марьинское направление. Продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоров. Отбиты 11 атак. В районе Марьинки противник накапливает силы для дальнейших штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается. Мощный взрыв под Витебском. Жители города сообщили о кратковременном отключении электричества. Позже в местном МЧС отчитались о пожаре в районе деревни Лятохи. Его причиной стало якобы упавшее на провод дерево. Так, сломалась осина на высоте 6 метров, диаметром сантиметров 20, от края просеки 1,4 метра. Продолжает волна гореть у нас. Впрочем, как мог провод так сильно взорваться, неясно. Из-за отключения электроэнергии останавливались насосы Витебск-водоканала, однако вскоре подачу воды восстановили. Как раз накануне глава белорусского КГБ сообщал о целых 7 отрядах, которые Польша якобы готовит для терактов в Беларуси. На территории Польши в настоящее время 7
так называемых «Харугр», которые готовятся к терактам, захвату объектов на белорусской территории. Наиболее такая агрессивная «Харугр» – это в Белостоке. Она тренируется по адресу улица кардинала Вышинского, дом 6А. Возглавляет ее или руководит Асадулаев. Это бывший наш гражданин, который убежал, когда-то обучался в военной академии. Он прячется за псевдонимом Шляхтич. Одна из наиболее агрессивных структур. И мы знаем сотрудников спецслужб польских, делегатуры Агентства внутренней безопасности, которые как бы курируют их деятельность. Но мы считаем, что это недопустимо. Мы такой практики не используем и не считаем, что это хорошо. Поэтому украинские, польские и прибалтийские коллеги должны смотреть, чтобы это оружие не повернулось против них. В Москве прошла прямая линия Путина. На вопросы россиян и приглашенных Кремлем журналистов Путин отвечал впервые с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Перед театром вокруг одного актера в репортаже пропагандистов случайно промелькнули вопросы о богатствах чиновников и бесцельности войны в Украине. Самые жесткие вопросы о том, когда отпустят мобилизованных и когда закончится война, вырезали из выпуска новостей на Первом канале, загруженном в интернет. Во время прямой линии диктатор заявил, что так называемое СВО будет продолжаться до конца демилитаризации и денацификации Украины и сравнил войну в секторе Газа и в Украине. Посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит. И почувствуйте разницу. Но ничего подобного на Украине нет. Значит, вы упомянули о гибели тысяч детей и женщин. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назвал сегодняшний сектор Газа самым большим кладбищем детей в мире. Но это такая оценка о многом говорит. Накануне выступления Путина Кадыров тоже провел свою прямую линию. В соцсетях рассказывал о невероятных успехах республики, 100-500-м перевыполнении плана по набору добровольцев на войну и о том, как он рад своему многоженству. Хотя официально в России это запрещено, как там интересно, традиционные ценности. Также он заявил, что было бы хорошо, если бы его сын Адам убил арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля. Мол, избив заключенного, его сынок успокоил свою душу. Также он благодарил регионы, которые выдали награды младшему Кадырову. Всего Адаму, напомню, дали 9 орденов и медалей, в том числе и звание Героя Чеченской Республики. За то, что он агент, за то, что он того человека, который там лежал в Коране, избил, был бы хорошо, если он убил бы у меня одно желание, как вспоминаю, для этого другие, которые в Европе сжигают Коран, одна мечта выселять ее, чтобы они понесли наказание. В Японии на берег выбросило 1200 тонн рыбы. Сардины и скумбрия всплыли на поверхности моря недалеко от рыбацкого порта Хакодате на Хоккайдо. СМИ связывают это с выбросом очищенной воды с АЭС Фукусима. Мертвую рыбу выбросил на берег почти через 4 месяца после того, как завод начал сбрасывать воду, содержащую небольшое количество радиоактивного изотопа трития в Тихий океан. При этом мониторинг воды не показал никаких отклонений. Одна из возможных причин заключается в том, что за стаей рыб гналась более крупная рыба. Она выбилась из сил, и течение вынесло рыб на берег. Другая возможная причина заключается в том, что во время миграции рыбы попали в холодные воды, а затем были выброшены на берег. Впрочем, подробности мы еще будем выяснять.
этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео, ну или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!